Помните короля Лаиша, которого разбил при Мохаче султан Сулейман? Да-да, тот самый, что отправил к Сулейману Садыку. Он показан там взрослым мужчиной, а при первом его появлении в сериале историческому персонажу должно было быть всего 14 во время захвата крепости, где проходила свадьба Ариэля и Садыки. Говорят, создатели фильма выбрали немолодого актера на роль короля, чтобы у зрителей не создалось ощущение, что султан Сулейман сражался с мальчишкой. Тем не менее, это исторический факт. Интересно и то, что стало одной из причин этого похода на Венгрию. Вспомним события в фильме, они во многом отражают историческую правду. Итак, шикарная свадьба Ибрагима и Хатидже, длящаяся много дней и вызвавшая у населения империи недовольство из-за бесцельной траты государственных средств. После свадьбы Сулейман отправляет Ибрагима Пашу в Египет для стабилизации там внутренней обстановки, а сам с Хюррем и старшими сыновьями едет отдыхать в Эдирне. Потом Хюррем с мальчиками едет в столицу, где янычары напали на дворец Ибрагима Паши. У Хатидже султан выкидыш. История с Хатидже – художественный вымысел, а вот поездка Сулеймана в Эдирне – исторический факт, вызвавший еще большее возмущение у турков. Дескать, сколько денег потрачено на свадьбу Паши, у янычар деньги после предыдущего военного похода уже закончились, а султан, вместо того, чтобы новые земли завоевывать, охотится в Эдирне. Поднялся бунт. Мятежники даже умудрились зайти во дворец Топкапы, где находился султан. Дошли до его приемной. Сулейман лично убил 3 мятежников, угрожавших его жизни. Но потом был вынужден скрыться, так как силы были неравны. Мятеж подавили, зачинщиков казнили, Ибрагима Пашу вызвали из Египта и начали готовиться к тому самому походу на Венгрию, который состоялся в 1526 году. Знаменитое сражение при Мохаче состоялось 29 августа 1526 года. 5000-е войско молодого короля против 25-тысячного войска султана Сулеймана. Знающие люди предлагали молодому королю отступить в сторону столицы, Будды, где должно было быть пополнение. Но Людовик решил сражаться здесь и сейчас и лично повел армию. В результате султан Сулейман разбил армию короля Лаиша всего за 1,5 часа. Юный король получил ранение головы, пытался бежать, но утонул в болоте под собственной лошадью. Его нашли только через 2 месяца, опознали по украшенному драгоценностями шлему. Султан Сулейман выразил рыцарское сожаление по поводу его кончины. Пусть Аллах будет снисходителен к нему и накажет тех, кто обманул его неопытность. В мои желания не входило, чтобы он так прекратил свой путь, когда он едва лишь попробовал вкус сладости жизни и королевской власти. А потом последовал совсем не рыцарский поступок. Султан Сулейман, вместо того, чтобы брать пленных, приказал казнить 1000 людей, венгерскую знать, воевавшую на стороне своего короля. Через несколько дней Сулейман вошел в Буду и сжег ее дотла. Все, кроме королевского дворца, где устроил собственную резиденцию. Все дворцовые ценности, огромную библиотеку книг и те самые статуи, подаренные Ибрагиму Паше, были перевезены в Стамбул. Кстати, интересный факт. Снимали сражение при Мохаче в течение 14 дней. Огромные деньги были вложены в эти съемки. В одежду, обмундирование, лошади. Большое количество людей было занято в процессе съемок. Однако рейтинг у этой серии был низким. Создатели сериала объяснили это тем, что сериал смотрят в основном женщины, которым интереснее тема любви и интриг, а не военных баталий. Но не показать столь грандиозно и масштабно эту победу султана Сулеймана они не могли.